Лондон. Конец октября. Время, когда сумерки опускаются на город слишком рано, а холодный, пронизывающий до костей дождь превращает улицы в зеркало, отражающее неоновые вывески дешевых баров и витрин. В один из таких вечеров на раскисшем от влаги тротуаре Блумсбери стояла женщина. На ней был безупречно скроенный, дорогой бежевый тренч, воротник которого она слегка подняла, спасаясь от ветра. Из-под капюшона выбивались густые, медно-рыжие волосы, покрытые мелкими каплями воды. В руке она крепко сжимала старый, но явно сделанный на заказ кожаный саквояж. Женщина то и дело оборачивалась, всматриваясь в темноту переулка своими пронзительными, ледяными голубыми глазами. В ее взгляде не было страха, там была холодная, расчетливая тревога. Чуть дальше, на углу улицы, на мгновение вспыхнули и погасли сине-красные огни патрульной машины. Она едва заметно усмехнулась, крепче перехватила ручку сумки и растворилась в тумане. Ее звали Мэриан Смит. Хотя, это лишь одно из 30 имен, которыми она пользовалась за свою долгую, блистательную и пугающую карьеру. Пресса назовет ее «королевой лжи», полиция 3 континентов будет годами безуспешно охотиться за ней, а обманутые ею мужчины и женщины будут до конца дней задаваться одним и тем же вопросом: кем же на самом деле была эта женщина, заставившая весь мир играть по ее правилам? Приветствую вас на подкасте «Гениальные аферисты и преступники». Сегодня мы погрузимся в историю одной из самых загадочных и изощренных мошенниц XX века. История Мэриан Смит — это не просто хроника краж. Это захватывающий психологический триллер о том, как один человек, вооружившись лишь безупречными манерами, железной логикой и абсолютным отсутствием эмпатии, смог обвести вокруг пальца высшее общество, банкиров и спецслужбы. Пристегните ремни. Мы начинаем. Чтобы понять, как рождаются великие мистификаторы, нам нужно перенестись почти на 40 лет назад от того дождливого лондонского вечера. Маленький провинциальный городок на севере Англии, конец XIX века. Серость, копоть угольных шахт, бесконечная нищета и удушающая атмосфера безысходности. Именно здесь, в семье бедного портового рабочего, родилась девочка по имени Мэри Эллен Джонс. Да, при рождении у нее не было ни звучной фамилии Смит, ни аристократических корней. С самого детства Мэри отличалась от своих сверстников. Пока другие дети играли в грязи, она часами сидела у окна местной библиотеки, куда ее пускали из жалости, и жадно читала романы о высшем свете, французских королях и далеких экзотических странах. Она ненавидела запахи дешевой еды в своем доме, ненавидела грубые руки отца и вечные жалобы матери. Мэри обладала феноменальной памятью и поразительным слухом. Она могла один раз услышать, как говорит приезжая театральная актриса или богатая дама из столицы, и с точностью до мельчайших интонаций скопировать их благородный выговор. В 14 лет Мэри посмотрела в зеркало и поняла 2 вещи. Во-первых, природа наградила ее редкой, магнетической красотой, огненными волосами и глазами цвета арктического льда. Во-вторых, она никогда, слышите, никогда не останется в этой глуши. Ее первый спектакль состоялся, когда ей едва исполнилось 16. Местный ювелир, пожилой и довольно прижимистый господин, был очарован молодой девушкой, которая зашла в его лавку. Она представилась племянницей богатого землевладельца из соседнего графства. Ее манеры были настолько изысканными, а речь такой чистой, что у старого мастера даже не возникло тени сомнения. Она попросила примерить дорогое жемчужное ожерелье, якобы для того, чтобы оценить, подойдет ли оно ее тетушке. А затем просто вышла на улицу, оставив ювелира стоять в оцепенении. Когда он опомнился, девушке уже и след простыл.
На следующий день Мэри Эллен Джонс навсегда покинула родной город, купив билет в один конец до Эдинбурга. Ювелир даже не заявил в полицию, ему было слишком стыдно признаться, что его обвела вокруг пальца 16-летняя девчонка. Эдинбург, а затем и Дублин стали для молодой Мэри прекрасной репетиционной базой. Здесь она оттачивала свое главное оружие — искусство перевоплощения. Она поняла великую истину: люди видят то, что хотят видеть. Если ты одет как нищий, к тебе отнесутся как к нищему. Но если на тебе дорогое платье, пусть даже украденное или купленное на последние деньги, если твоя осанка безупречна, а в голосе звучит снисходительная уверенность хозяйки жизни, перед тобой откроются любые двери. Именно в Ирландии Мэри впервые примерила имя Мэриан Смит. Она придумала себе легенду, в которую, кажется, со временем поверила сама. Теперь она была дочерью обедневшего, но знатного шотландского барона, которая путешествует по миру в поисках уединения и вдохновения. Ее первыми крупными жертвами стали владельцы элитных пансионов и модных ателье. Мэриан заезжала в лучшие номера, заказывала тонны шелковых тканей, дорогие платья и шляпки. Она никогда не платила сразу. Зачем? Ведь ее поверенный в Лондоне вышлет чек в конце месяца. Она вела себя настолько естественно и властно, что требовать с нее предоплату казалось администратором верхом неприличия и оскорблением ее благородного происхождения. Она прожила так 2 года, меняя города и оставляя за собой шлейф из неоплаченных счетов, разбитых мужских сердец и недоумевающих кредиторов. Но Мэриан понимала, это мелкая игра. Настоящие деньги, настоящая власть и настоящий риск ждали ее в столице мира. В Лондоне. Она приехала туда в начале нового столетия, готовая подчинить себе этот город. И ее первой большой целью стал не банк и не богатый дурак-аристократ. Ее целью стал человек, который сам зарабатывал на чужих секретах. Но об этом, о том, как Мэриан Смит провернула свою первую гениальную аферу на 1 000 000 фунтов и заставила говорить о себе весь Скотланд-Ярд, мы поговорим в следующей части. Лондон начала XX века был столицей мира, огромным бурлящим котлом, где ковались колоссальные состояния и рушились империи. Для такой женщины, как Мэриан Смит, этот город был не просто местом для жизни, он был гигантским казино, где она собиралась сорвать главный куш. Прибыв на вокзал Кингс-Кросс, Мэриан не стала размениваться на дешевые трюки. У нее оставалось совсем немного денег, но вместо того, чтобы снять скромную комнату, она арендовала роскошные апартаменты в Майфэр, самом дорогом и престижном районе Лондона. Она знала, в мире больших денег репутация и внешний блеск — это все. Вскоре в высшем обществе Лондона начали циркулировать слухи о загадочной и невероятно богатой вдове из Южной Африки. Мэриан Смит, теперь уже графиня де Монси, рассказывала случайным знакомым трагическую и захватывающую историю. Ее покойный супруг якобы владел алмазными приисками в Кимберли и погиб при загадочных обстоятельствах, оставив ей колоссальное наследство. Но вот незадача. Из-за бюрократических проволочек и колониальных законов ее счета временно заморожены лондонскими банкирами до окончания судебного разбирательства. Слушатели качали головами, сочувствовали и заглатывали наживку. Мэриан выглядела настолько аристократично, ее манеры были настолько безупречны, а ювелирные украшения, искусная подделка, заказанная у парижских мастеров, сверкали так ослепительно, что никому и в голову не приходило потребовать у нее документы. Но настоящей целью графини был человек по имени Артур Пендлтон. Сэр Артур был известным лондонским банкиром, стареющим холостяком и, что самое важное, невероятно тщеславным человеком. Он обожал 2 вещи — деньги и общество красивых, благородных женщин.
Мэриан обставила их встречу как чистую случайность. Она потеряла свой кружевной платок на благотворительном балу прямо у его ног. Когда Пендлтон поднял его и встретился взглядом с ее ледяными голубыми глазами, его судьба была решена. В течение следующих 2 месяцев Мэриан вела тонкую психологическую игру. Она не просила у него денег. Напротив, она вела себя независимо, демонстрируя тонкий ум и глубокие познания в экономике и международном праве. Она аккуратно намекала, что ищет надежного финансового партнера, который поможет ей управлять ее алмазными миллионами, когда юридические формальности будут улажены. Пендлтон заглотил крючок по самую рукоятку. Он спал и видел, как приберет к рукам южноафриканское состояние прекрасной графини. И вот, когда банкир был полностью в ее власти, Мэриан нанесла сокрушительный удар. Однажды вечером Мэриан пригласила Пендлтона в свои апартаменты. Она встретила его в слезах, бледная, с письмом в дрожащих руках. Настоящая актриса, достойная лучших подмостков Бродвея. Она сообщила, что ее южноафриканские адвокаты требуют срочного залога в размере 50 тысяч фунтов стерлингов, по нынешним меркам это колоссальные, сумасшедшие миллионы долларов. Если деньги не будут выплачены в течение 48 часов, все ее право на алмазные прииски аннулируют. «Артур», — прошептала она, глядя ему прямо в душу, — «у меня есть вексели на эту сумму, но они заблокированы в банке на неделю. Помоги мне. На кону все наше будущее». Ослепленный страстью и жадностью, Пендлтон совершил главную ошибку в своей жизни. Без лишних вопросов он выписал чек на предъявителя на всю сумму. Мэриан нежно поцеловала его в щеку, пообещав, что завтра же утром они вместе отправятся к ее юристам для оформления документов. Рано утром следующего дня, как только открылись банки, элегантная женщина в бежевом тренче обналичила чек в центральном отделении банка Пендлтона. Золотые монеты и крупные банкноты легли в ее верный кожаный саквояж. Когда через несколько часов сэр Артур прибыл к ее дому, швейцар вежливо сообщил ему, что графиня де Манси съехала еще на рассвете, забрав все вещи. В ее пустой комнате на столе лежал лишь тот самый кружевной платок, с которого все началось. Это был крах. Артур Пендлтон понял, что его жестоко и цинично обобрали. Но самое страшное для него было другое. Если бы об этом узнали совет директоров и вкладчики банка, его репутации и карьере пришел бы конец. Банкир попытался скрыть преступление и задействовал свои связи в Скотленд-Ярде, начав тайное расследование. Лучшие сыщики Лондона сбились с ног. Они опрашивали швейцаров, модисток, ювелиров. И везде натыкались на один и тот же фантом — рыжеволосая женщина, невероятная красавица, которая словно испарялась в воздухе. Никто не знал ее настоящего имени. Портреты, составленные со слов свидетелей, были настолько разными, будто речь шла о 10 совершенно разных людях. Мэриан Смит бросила вызов всей правоохранительной системе Британской империи. Но она понимала, что Англия становится для нее слишком горячим местом. Ей нужно было исчезнуть. И не просто уехать, а сменить континент. На ее пути лежал новый свет, Америка, страна безграничных возможностей и новых, еще более богатых и наивных жертв. Но Мэриан еще не знала, что на ее след уже напал человек, который сделает поимку королевы лжи делом всей своей жизни. И их противостояние превратится в смертельно опасную игру на выживание. Нью-Йорк. Эпоха процветания, джаза и сухого закона. Город, где небоскребы росли быстрее, чем грибы после дождя, а на Уолл-стрит каждый день рождались новые миллионеры.
Если в старой доброй Англии Мэриан Смит приходилось тратить недели, чтобы доказать свое благородное происхождение, то в Америке никого не волновало, кем были твои предки. Здесь волновало только одно: сколько у тебя денег прямо сейчас? Океанский лайнер «Люзитания» доставил Мэриан в порт Нью-Йорка. Из каюты первого класса на американскую землю сошла не беглая преступница и нескромная девушка Мэри Эллен Джонс. На пирс вступила леди Маргарет Кавендиш, вдова вымышленного британского стального магната. Ее гардероб, купленный на украденные у лондонского банкира деньги, заставлял оборачиваться даже видавших виды нью-йоркских модниц. Мэриан прекрасно понимала: американские нувориши — люди практичные. Их не удивишь фальшивыми титулами. Им нужно предложить то, от чего у них загорятся глаза, быструю, баснословную прибыль. И королева лжи приготовила для них партию, которую позже назовут шедевром криминального искусства. Леди Маргарет сняла пентхаус в отеле «Плаза» и начала заводить знакомства в финансовых кругах. На закрытых вечеринках она, как бы невзначай, делилась секретной информацией. Якобы ее покойный муж перед смертью заключил эксклюзивный контракт с британским правительством на разработку новейших нефтяных месторождений на Ближнем Востоке. Проект требовал колоссальных инвестиций, но британская корона, по словам Мэриан, хотела сохранить все в тайне от американских конкурентов. «Я ищу лишь нескольких надежных приватных инвесторов в Нью-Йорке», шептала она на ухо крупным биржевым игрокам, тех, кто готов вложиться наличными в обмен на долю в компании до того, как акции взлетят на бирже. Жадность – самый надежный союзник любого мошенника. Нью-йоркские дельцы, привыкшие рисковать, выстроились в очередь. Они приносили Мэриан чемоданы с наличными, получая взамен красивые, пахнущие дорогой типографской краской акции и облигации, которые Мэриан лично напечатала на подпольном станке в Бруклине. За несколько месяцев она собрала более $500 000. Она жила на широкую ногу, сорила деньгами и казалась абсолютно неуязвимой. Но пока Мэриан пила шампанское в Плазе, в порт Нью-Йорка прибыл человек, чье появление должно было разрушить ее идеальный мир. Его звали Томас Бирн. Старший инспектор Скотленд-Ярда в отставке. Человек с бульдожьей хваткой, который никогда в жизни не бросал начатое дело. Именно его тайно нанял разоренный лондонский банкир Пендлтон. Бирн потратил больше года, чтобы по крупицам восстановить маршрут Мэриан. Он шел за ней как ищейка, опрашивая капитанов кораблей, портовых чиновников и уличных торговцев. Бирн не был похож на глупых полицейских, которых Мэриан так легко обводила вокруг пальца. Он изучил ее психологию. Он понял, что ее главное оружие — это ее внешность и умение играть на человеческих слабостях. Прибыв в Нью-Йорк, детектив не побежал в местную полицию. Он знал, что у Мэриан могут быть подкуплены информаторы. Действуя в одиночку, Бирн начал обходить дорогие отели и рестораны Манхэттена. И вот, в один из вечеров, удача улыбнулась старому сыщику. В окне фешенебельного ресторана на Пятой авеню он увидел ее. Огненно-рыжие волосы, безупречная осанка, ледяной взгляд голубых глаз. Она смеялась, поднимая бокал дорогого вина в компании двух известных нью-йоркских сенаторов. Бирн замер на противоположной стороне улицы. На его лице появилась холодная улыбка. Охота, длившаяся 1000 миль, подходила к концу. Инспектор понимал, арестовать леди Кавендиш прямо сейчас, на глазах у высокопоставленных покровителей, значит проиграть. Мэриан поднимет шум, ее адвокаты поднимут связи, и она снова ускользнет.
Ему нужны были неопровержимые доказательства ее мошенничества здесь, на американской земле. Бирн начал вести скрытую слежку. Он фиксировал каждого, кто заходил в ее пентхаус, каждого, кто передавал ей деньги. Он буквально превратился в ее тень. Мэриан, обладавшая звериным чутьем на опасность, начала что-то подозревать. Тот самый дождливый вечер в Лондоне, с которого мы начинали наш рассказ, научил ее главному: если тебе кажется, что за тобой следят, тебе не кажется. Она заметила странного мужчину в сером пальто, который то и дело появлялся в толпе неподалеку от ее отеля. Сердце аферистки ёкнуло. Она поняла, что петля начинает затягиваться. Время для изящных игр закончилось. Мэриан Смит поняла, пора готовить свой самый грандиозный, самый дерзкий побег. Побег, который навсегда впишет ее имя в историю криминального мира. В воздухе пахло грозой. Нью-Йорк замер в ожидании бури, и речь шла не только о погоде. Пентхаус в отеле «Плаза» превратился в шахматную доску, где каждый неверный шаг означал немедленный проигрыш. Мэриан Смит знала, что инспектор Томас Бирн уже дышит ей в затылок. Она видела его силуэт на противоположной стороне улицы сквозь струи дождя. Шахматная партия длиною в годы подходила к своему финалу. У нее оставалось меньше суток. Большинство мошенников в такой ситуации впали бы в панику, бросились к вокзалу или попытались бы спрятаться. Но Мэриан была королевой лжи. Она решила уйти так, чтобы ее побег стал легендой. Сначала она сделала то, чего Бирн ожидал меньше всего. Вместо того, чтобы собирать вещи, она разослала приглашение всем своим нью-йоркским инвесторам на экстренный закрытый ужин прямо в своем пентхаусе. В приглашении значилось: «Господа, британское правительство утвердило финальные выплаты. Завтра вы станете богачами. Жду вас, чтобы отпраздновать наш триумф». Вечером в роскошно украшенном зале собрался весь цвет финансового Нью-Йорка. Сенаторы, банкиры, крупные биржевые спекулянты — все они пришли с бокалами шампанского, предвкушая миллионные прибыли. Мэриан блистала. Она была в великолепном вечернем платье, ее рыжие волосы полыхали в свете хрустальных люстр, а улыбка казалась безмятежной. Снаружи, у входа в отель, детектив Бирн сдерживал нетерпение. Американская полиция, которую он наконец привлек, была готова к штурму. Но Бирн ждал. Он хотел взять ее с поличным, когда она начнет раздавать фальшивые дивиденды или попытается забрать очередные чемоданы с деньгами. Примерно в середине вечера Мэриан с очаровательной улыбкой извинилась перед гостями. «Господа, я должна подняться в свой кабинет, чтобы принести финальные контракты и открыть сейф с документами. Это займет не более 10 минут». «Не скучайте», — произнесла она, и ее ледяные голубые глаза на мгновение задержались на лице одного из банкиров. Она вошла в свой кабинет, плотно закрыла дубовую дверь и повернула ключ. Прошло 15 минут. Затем полчаса. В зале поднялся недовольный ропот. Гости начали переглядываться. Томас Бирн, почувствовав неладное, больше не стал ждать. Он подал знак штурмовой группе, и полиция ворвалась в отель. Они взлетели по лестнице на верхний этаж и буквально выбили дверь в кабинет леди Кавендиш. Кабинет был пуст. Окно, выходящее на пожарную лестницу, было распахнуто настежь, и в него залетали капли холодного нью-йоркского дождя. На массивном письменном столе стоял тот самый кожаный саквояж. Но внутри не было ни денег, ни фальшивых акций. Там лежали лишь пачки нарезанной газетной бумаги.
А сверху, прямо на этих бумагах, покоился кружевной платок и короткая записка, написанная каллиграфическим почерком: «Спасибо за прекрасный вечер, джентльмены». Игра была незабываемой. Пока Бирн стоял посреди комнаты, сжимая в кулаке эту записку от ярости, Мэриан Смит уже сидела в купе поезда, идущего на юг, к мексиканской границе. На ней был простой рабочий платок, скромное пальто, а ее огненно-рыжие волосы были безжалостно сострижены и перекрашены в глухой черный цвет. Она снова сменила имя, лицо и судьбу. Мэриан Смит так и не смогли поймать. Она растворилась на просторах Южной Америки. Говорили, что ее видели в Буэнос-Айресе, затем в Рио-де-Жанейро. Она прожила долгую жизнь, оставив после себя шлейф из неразгаданных тайн и разоренных глупцов, чьим главным грехом была их собственная жадность. Она не была благородной разбойницей, Робин Гудом в юбке. Мэриан Смит была циничным, опасным и абсолютно безжалостным хищником. Но нельзя не признать, она обладала гениальным умом и феноменальным пониманием человеческой психологии. Она доказала всему миру, что самая прочная броня высшего общества разбивается вдребезги перед лицом абсолютной, профессиональной и красивой лжи. Она родилась нищей девочкой в грязном портовом городке, а ушла из жизни как королева. Королева лжи.